Итак, ребят, всем привет. Значит, перед тем, как мы продолжим, я заметил одну интересную деталь, которую пропустил в предыдущих двух видео. Это то, что когда я запускаю тесты, вы видите только то, что происходит в Visual Studio Code. А то, что происходит эмуляция действий пользователя в браузере, вы этого дела не видите. Поэтому я добавил команду timesleep перед своими тестами, чтобы они у нас с вами срабатывали. И я так буду делать в принципе. Значит, напоминаю, что здесь мы с вами сделали валидацию имейлов, проверили, что у нас есть по имейлам. И в таком случае я их, пожалуй, тоже закомментирую. Напоминаю, что код для каждого видео я оставляю в комментариях в виде репла. Соответственно, вот эту часть я убираю, комментирую. Эту часть я скопирую. Вот сюда вот перенесу ее. И эта часть тоже закомментирована будет. Значит, мы с вами продолжаем. Продолжаем работать с нашей формой. Напоминаю, что наша форма выглядит так, и мы сделали уже позитивно-негативные тесты для поля имени, да. Граничные значения тоже взяли, в принципе. Сейчас поле email у нас тоже протестировано, остается пароль и подтверждение пароля. Давайте сейчас тоже сделаем и будем дальше в следующих видео переходить к следующим заданиям из нашего проекта. Значит, что мне нужно сделать? Опять же, мне нужно проверить валид паспорт, то, что у меня не работает короткий пароль, не работает предыдущие пароли и так далее. Давайте покажу вам задание, которое у нас здесь есть, да, чтобы вы вспомнили, что у нас сейчас идет. Так, значит, задача с паролем. Так. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая одну заглавную букву, одну строчную букву и одну цифру. Пароль и его подтверждение совпадают. Вот эти вот вещи будем с вами сегодня проверять. Значит, возвращаемся сюда. Поехали. Здесь у нас валидные значения, да, это мы уже проверили, соответственно, здесь пускай будет настоящее значение. Здесь собака mail.ru. Ну и смотрим, что у нас появляется в пароле. Значит, если нет пароля, то появляется заполнение, да. Требуется заполнить его. Соответственно, появляется вот это вот сообщение. Окей, хорошо. Так, тест, ну, да, давайте начнем сначала с валидного, да, тест валид паспорт. Name оставляем, example оставляем, example.ru, да, хотя мы знаем, что... Так, и пароль, поехали. Ну, пароль 1, 2, 3 оставляем как есть, да, здесь все как есть оставляем. Ну и в конце просто-напросто сверяем актуальный месседж из формы. Но здесь не может быть актуальный месседж из формы, потому что у нас с вами есть конкретный assert. Есть конкретный assert из валидной части. Где у нас здесь валид? Вот. Вот это вот. Я ее тоже отсюда скопирую, чтобы не писать ее по новой. И, соответственно, вставлю сюда. Хотя у меня она уже здесь есть, по сути, это я отсюда удаляю. Здесь просто убираю комментарий. Вот так вот. Значит, вот эта вот проверка здесь мне не нужна. Ее я спрячу. Так, это у нас валидная. Хорошо. Сюда я добавлю timesleep. Sleep. 10 секунд, чтобы я успел открыть браузер и показать его вам. Соответственно, давайте... Давайте. Я сделаю еще дополнительный захват окна. Так. Ага, и поместим его сюда. Хорошо, вот он у нас есть, это окошко. В него мы и будем засовывать то, что нам необходимо. Так, ну поехали. Значит. Что я делаю? Ну, как я и сказал, я просто-напросто здесь сейчас запускаю этот код. И мы проверяем, что он из себя представляет. Так, запустился, появился браузер, я должен успеть на него переключить. Вот он появился, смотрим.
Оп, все, хорошо. Видим, что тест прошел успешно. Никаких вопросиков он у нас не вызвал. Супер, 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 супер. Прекрасно. Продолжаем дальше заполнять эти данные. По сути, у меня всего лишь один положительный сценарий. Дальше у меня идут неположительные сценарии. Давайте будем это все дело проверять. Ам, Получается, это я опять дело отсюда копирую. И продолжаю просто-напросто дальше все это дело расписывать. Так, соответственно, инвалид, что, short password, копируем, да? По сути, нам здесь нужно написать какой-нибудь pass 1, 2, 3 и посмотреть, что он из себя, как говорится, выдает. Так, здесь у нас вот это вот сообщение появиться не может. Соответственно, его я отсюда закомментирую. Значит, буду проверять вот это сообщение. По сути, оставлю его так. Давайте проверим, что у меня сейчас получается. Запущусь. Так, опять же покажу вам в Google Chrome. Давайте посмотрим. Так, первый тест себя прогнал. На втором тесте тоже стоит задержка. Прошу прощения, не удалил ее. Ну ладно, сейчас дальше буду удалять их. Так, угу. Два теста из двух прошли. Прекрасно. Давайте посмотрим теперь, что у нас там происходит. По сути, у нас там выскакивает сообщение. У нас там выскакивает сообщение. Мы помним, да, что мы здесь сделали просто проверку, что сообщение из required вылетает. Давайте посмотрим на то, как выглядит наше сообщение из поля required. Значит, пишу pass 1, 2, 3 и pass 1, 2, 3. Зарегистрироваться. Ага, получается вот такое вот сообщение. По сути, я могу его взять в проверку. Соответственно, давайте я его как раз таки возьму в проверку. Так будет проще, да? Значит, вот эту вот часть тогда я в этом случае убираю. Здесь сообщение должно быть вот такое вот. И это дело я откомментирую. У меня там, по сути, везде одно и то же текстовое поле должно появляться. Запускаемся с вами, проверяем, смотрим. Отмена запуска. На втором забываем удалить таймер, хотя здесь тоже, по сути, таймер уже больше не нужен. Ну ладно, хотя бы на 2 секунды оставлю его, чтобы браузер открываться. Так, ага, угу. Прекрасно, все работает. Супер, 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 супер. Эти два теста у нас тоже есть. Значит, продолжаем далее. Я копирую опять же вот этот тест, вставляю его ниже. Мне теперь нужен проверка на что? На отсутствие регистра верхнего, да? Ну ладно. И, соответственно, здесь паспорт 1, 2, 3. Ошибка, по сути, должна быть такая же, поэтому сразу же тестируем, смотрим, проверяем. Так, все. Во всех трех тестах все положительно. Супер. Значит, действительно появляется сообщение о том, что у меня не проходит, да, такой пароль. Прекрасно. Двигаемся дальше. Здесь ничего сложного нету. Соответственно, no uppercase проверили, теперь no lowercase сделаем, да? Соответственно, паспорт 1, 2, 3, паспорт 1, 2, 3. Запустимся быстренько, протестируем. Здорово, все 4 теста положительные. То, что доктор прописал. Так, прекрасно. Продолжаем дальше. Следующий элемент. Опять же, беру его в разрез, проверяю следующий. По сути, что я проверил? Я проверил noupper, nolover. Дальше на отсутствие цифр давайте проверим. Тест no delete.
Берем цифры. DDD. DDD. Запустимся. Прекрасно, все тоже работает. И двигаемся дальше. Следующий тест точно так же проводим. Так, следующий тест у нас должен быть на что? На отсутствие. На отсутствие, да? Давайте сделаем на отсутствие. Но missing. Соответственно, здесь ничего заполняться не будет. Проверка будет, а вот сам пароль заполняться не будет. И здесь, по сути, уже ошибка должна быть не ассертовская, да? А вот это вот. Мы помним. То есть это я комментирую, это наоборот раскомментирую. Потому что здесь проверка будет самого себя. Запускаемся. Угу. Все тесты проходят. Супер. Так, ну и опять же копирую. Продолжаем дальше. Что у меня здесь? Я уже проверил на миссинг. И на что еще проверим? Так. Да, по сути это... По сути мы уже здесь все проверили. По сути мы здесь уже все проверили. По сути, здесь мы уже действительно все проверили. 12 минут. На предыдущих видео было 20 минут. Мгм. Ну ладно, хорошо. Так. Ну, кстати, знаете, что еще у нас там, по идее, выскакивает сообщение «Заполните это поле». То есть здесь, по сути, можно сделать вот такую вот еще проверку, попробовать. Вот так вот. Сейчас проверим. А нет. Там не такое сообщение появляется, да? А какое там сообщение появляется? Если... Если он не заполнен... А, вы пропустили это поле, точка. Соответственно, вы пропустили это поле. Давайте еще раз вернемся к тестам. Так. Еще раз запустимся. Нет, все равно не то. Все равно не то. Ладно, вернем как было. Как проверяет сообщение. Главное, что выскакивает сообщение, остальное все равно. Так, ну на пустоту мы тоже проверили. Соответственно, здесь все. И давайте сразу же проверим следующие тесты, напишем в таком случае. Так. Что мы сделаем с вами? Мы сделаем следующее. Я скопирую это сообщение. Я говорю, наш последний тест скопирую. Так. Опять же, позитивные сценарии, негативные сценарии. Здесь у нас получается паспорт.
Сначала проверяем валидную часть, то, что у нас все работает. Ну, то, что работает совпадение, да, паспорт 123, и здесь паспорт 123. Так, и сообщение появляется положительное. Положительное сообщение у нас где-то выше было, да? Вот он, регистрация успешна. Так, это сообщение мы раскомментируем, это мы закомментируем. Так, предыдущие варианты, пожалуй, тоже оставим. Давайте запустимся. Смотрим, что у нас из этого дела получается. Так, все, отлично. Все тесты прогоняются. Так, значит, проверку совпадений паролей. Проверку на несовпадение паролей теперь сделаем. Давайте узнаем для этого, какое сообщение появляется. У нас появляется, если у нас пароли не совпадают. А тут 1, 2, 3. Пароли не совпадают. Появляется вот такой вот текст. Хорошо, берем этот текст и вставляем этот текст ниже. Так, вставляем этот текст ниже, значит, сюда я его пока что вставлю. Пароли не совпадают. И копирую вот эту вот часть. Так, инвалид. По сути, я должен буду получить сообщение, что пароли не совпадают. И здесь, соответственно, ну, 4 добавим. Запустимся, опять же, все это дело проверим быстренько. Если все прекрасно, все работает как надо, двинемся дальше. Так. Все, прекрасно. Тест проходит. Так, двигаемся дальше. Что меня еще интересует? Проверка обязательных полей сделали, несоответствие полей сделали. То есть, да, сделали все эти нужные нам проверки на совпадение, на несовпадение. Теперь давайте сделаем тот факт, что у нас поле с подтверждением должно быть обязательно заполнено. Давайте сделаем то, что оно у нас обязательно должно быть заполнено. Там, по идее, будет выскакивать другая ошибка, если я правильно помню. Могу неправильно помнить, поэтому давайте мы это проверим. Если они не совпадают, вы пропустили это поле. Хорошо. Так, соответственно, здесь это сообщение я комментирую, здесь это действие я раскомментирую. И здесь, соответственно, уберу значение для заполнения. Отправляем. 8 тестов на пароли. Прекрасно. Эти тесты тоже прошли. Так, ну и здесь, в принципе, все. Здесь больше нам ничего тестировать не надо. Таким образом, мы с вами заканчиваем с полем, с первой нашей формой, с формой регистрации. Данную форму мы успешно протестировали, написали для нее все тесты. Опять же, тесты с паролями я сейчас к этому видео добавлю, сохраню. Ну а мы после этого будем двигаться дальше. После регистрации с ней мы закончили. Следующее у нас интересное поле – это поле вход. Выглядит оно следующим образом. У нас есть 5 юзеров, которые должны успешно авторизовываться. Мы будем брать их из этой таблицы. То есть брать первого юзера, вставлять данные сюда, нажимать кнопку «Брать второго», третьего, четвертого, пятого. Это действие проверять. А затем проверять тот факт, что у нас с вами логин и пароль. Они тоже могут добавить нового пользователя. Этот пользователь появится здесь. Создадим 3 пользователя, да? И этих 3 пользователей тоже проверим, что им даются, как говорится, доступы, что у них авторизация проходит прекрасно, и что они могут спокойно войти. Вот, как-то так. Всем спасибо за внимание. Обязательно подписывайтесь на канал, если вам
было полезно видео. Если было просто интересно, тоже подписывайтесь, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, колокольцы жмакаем, ну и все в этом духе. Увидимся в следующих видео.